Обычно животные в дикой природе стараются держаться подальше от людей из-за страха. Поэтому, когда львица приблизилась к одинокому мужчине, он не ожидал, что она попросит его о такой невероятной вещи. Дикая местность всегда была волшебным местом, и Джейк любил ее исследовать. Джейк родился и вырос в небольшом сельском городке в штате Монтана, среди великолепных лесов и гор, которые окружали этот район. На протяжении всей своей юной жизни отец брал Джейка с собой в лес, чтобы он научился охотиться, выслеживать следы и вообще ценить красоту природы. Когда Джейк подрос, он стал охотником, так как хорошо знал лес и умел позаботиться о себе, добывая лучшую дичь из доступных. Но он и не подозревал, что его любовь к дикой природе приведет его к ситуации, которая навсегда изменит его жизнь. Для Джейка все началось как обычно. Он проснулся, как только начало светать, и отправился в лес, чтобы как следует поохотиться. Несколько клиентов попросили его купить немного мяса, а у него самого оно было на исходе. Итак, Джейк отправился в лес с целью добыть побольше дичи. Утро клонилось к вечеру, солнце заливало лес неземным сиянием, в которое охотник просто не мог поверить. Когда наступил полдень, Джейк решил сделать перерыв на обед. Ему уже удалось поохотиться на нескольких птиц, и он решил приготовить одну из них себе на обед. Он был в незнакомой части леса, но Джейк не испугался, так как всегда мог вернуться по своим следам в город. Впереди охотник увидел много света, а это означало, что впереди была поляна, на которой было бы идеально отдохнуть. Но когда Джейк вышел на небольшую поляну, он никак не ожидал увидеть то, что увидел. Посреди поляны стоял лев. Джейк застыл от страха. Животное явно услышало приближение охотника, поскольку смотрело прямо на него, когда Джейк вышел из-за деревьев. Но, несмотря на то, что лев застал человека врасплох, он, похоже, не хотел причинять ему вреда. На самом деле, кошка вела себя очень спокойно. Воспользовавшись поведением животного как благоприятной возможностью, Джейк быстро поднял ружье и направил его на зверя. Тем не менее, большая кошка не двигалась и просто смотрела на охотника. Сбитый с толку поведением льва и не желая стрелять в прекрасное создание, если оно не представляло для него реальной угрозы, Джейк медленно опустил ружье и начал подкрадываться к животному. Увидев, что мужчина направляется к нему, лев начал отступать на несколько шагов, тихо рыча, в знак предупреждения. Когда животное двинулось, Джейк заметил, что это явно была самка, так как ее соски были полны молока. Это означало, что где-то поблизости у нее были детеныши. Еще одна вещь, которую Джейк заметил в животном, это то, что оно явно хромало. Обеспокоенный состоянием львицы, охотник тихо окликнул ее, когда подошел ближе. Это, по-видимому, успокоило львицу, поскольку она перестала рычать и позволила мужчине приблизиться к ней на несколько футов. Как только Джейк приблизился к большой кошке, он понял, что рана львицы была намного серьезнее, чем он думал. Это выглядело так, как будто кто-то пытался застрелить бедную кошку, и пуля попала ей в заднюю часть лапы. Однако это был неточный выстрел, и в рану явно попала инфекция, что поставило под угрозу здоровье животного. Увидев, в каком ужасном состоянии рана, Джейк немедленно попытался помочь, но большая кошка своим рычанием удержала его на расстоянии. Затем животное совершило нечто поистине экстраординарное. Она повернулась и направилась к краю поляны, но остановилась, как только добралась до деревьев. Именно в этот момент Джейк услышал тихое мяуканье и рычание. Это были львята-львицы. Взрослая крупная кошка осторожно подняла с земли одного из своих детенышей и, прихрамывая, направилась обратно к Джейку. Добравшись до него, кошка осторожно опустила детеныша к ногам охотника.
Затем она вернулась за вторым детенышем и оставила его рядом с первым. Джейк был невероятно смущен и поражен происходящим. Он не знал, что львица хочет, чтобы он сделал с ее детенышами, и слишком боялся того, что она может сделать, если он попытается прикоснуться к ним. Именно в этот момент львица начала отходить от охотника и своих детенышей. Джейк был потрясен и попытался сказать животному, чтобы оно подождало. Однако кошка лишь взглянула на Джейка в последний раз, прежде чем исчезнуть в лесу. Охотник был ошеломлен тем, что произошло. Однако он знал, что львица-мама не бросила бы своих детенышей, если бы в этом не было необходимости. И он опасался, что взрослая кошка знала, что у нее осталось не так много времени, и хотела убедиться, что ее детеныши выживут. Не желая оставлять двух львят одних на произвол судьбы, Джейк взял животных на руки и направился обратно из леса к своему дому. Благополучно вернувшись в город, Джейк решил отвезти двух львят к местному ветеринару. Он хотел убедиться, что с детьми все в порядке, чтобы он мог вырастить их как можно лучше. Ветеринар выдал двум молодым кошкам справку о состоянии их здоровья и рассказал Джейку, как за ними ухаживать, в том числе, чем их кормить и как часто, когда они подрастут. Охотник поблагодарил ветеринара и забрал львов домой, где в точности последовал совету ветеринара. Со временем два маленьких медвежонка, которых Джейк назвал Лео и Луна, стали расти и становиться сильнее. В какой-то момент сотрудники близлежащего городского зоопарка узнали о двух львятах. Они подошли к Джейку и предложили купить у него двух львят, чтобы они могли стать частью аттракционов зоопарка. Однако, несмотря на большую сумму денег, которую они были готовы ему дать, охотник отказался расставаться с животными. Он считал, что предаст маму-львицу, которая доверила своих детенышей Джейку на хранение. В конце концов, пришло время вернуть двух львов в дикую природу. Они выросли прекрасными молодыми людьми и овладели всеми навыками, которые им понадобятся, чтобы выжить в дикой природе самостоятельно. Джейку было грустно видеть, как животные уходят, но он знал, что это к лучшему, потому что их место было в лесу. Пару лет спустя Джейк прогуливался по лесу в поисках какой-нибудь хорошей дичи для охоты, когда ему вдруг пришла в голову идея вернуться на ту поляну, где он впервые нашел львицу и ее детенышей. Он надеялся, что, может быть, несмотря ни на что, два животных, которых он вырастил, каким-то образом окажутся в этом районе. Добравшись до поляны, Джейк заметил, что она почти не изменилась, хотя в земле было вырыто несколько странных нор. Ни о чем не думая, охотник решил разбить свою палатку и разбить лагерь на поляне на ночь, прежде чем на следующий день отправиться обратно к себе домой. Оторвав взгляд от костра, он увидел огромного медведя-гризли, который выходил из леса на поляну. Медведь сразу заметил охотника и сразу же бросился на него. Джейк вспомнил, что оставил ружье в палатке, и, не имея другого выхода, вскочил со своего места и бросился в лес, подальше от медведя. Огромный гризли продолжал преследовать Джейка и вскоре настиг перепуганного охотника. Как раз в тот момент, когда казалось, что Джейк может не выжить, из-за деревьев появились два золотистых пятна и встали между медведем и человеком. Когда Джейк начал успокаиваться, он понял, что два размытых пятна на самом деле были Лео и Луной. Два взрослых льва убедились, что Джейк находится у них за спиной, когда они отбивались от разъяренного гризли. В конце концов, медведю это надоело, и он ушел. Джейк не мог поверить, что два животных, которых он вырастил, пришли ему на помощь в трудную минуту. Убедившись, что с Джейком все в порядке, львы вернулись на деревья. И хотя Джейк знал, что больше никогда с ними не встретится, он был вне себя от радости, увидев, что эти два животных здоровы и чувствуют себя хорошо в той среде, к которой они принадлежат. Дайте мне знать, что вы думаете об этой истории в комментариях ниже, и не забудьте поставить лайк и подписаться на новые потрясающие видео.